Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить вкусный крем для торта на кефире. У этого крема есть много положительных качеств. Готовится из доступных продуктов, получается недорогой. Этот крем вкусный, он получается белым. Его можно использовать в прослойку, а также для украшений. В конце видео я расскажу, как им правильно пользоваться, чтобы не было проблем. Ну что ж, давайте готовить. Для этого крема нам понадобятся вот такие ингредиенты. С самого начала соединяем сахарную пудру и крахмал. Теперь хорошенько смешиваем, так чтобы крахмал хорошо разошелся в пудре. Пудру перед этим желательно просеять, чтобы там не было твердых комков. И добавляем сюда кефир. Лучше, когда он будет комнатной температуры. Кефир у меня магазинный, жирностью 1%. Смешиваем лопаткой. У нас получается вот такой сиропчик. И чтобы у нас была стопроцентная гарантия, что там не образуются комки, пройдемся еще ручным блендером. После этого точно все комки разобьются, и у нас будет очень чистый сироп. Переливаем эту смесь в сотейник, обязательно с толстым дном и желательно с антипригарным покрытием. Ставим на умеренный огонь. С этого момента мы будем стоять у плиты до тех пор, пока мы не сварим из этого сиропа заварку для крема. Сначала помешиваем реже, пока сироп не начнет нагреваться. Как только он начинает нагреваться, вот у нас начинают появляться такие комочки. Их, наверное, видно хорошо на видео. Нужно все время помешивать. Соскребаем со дна, с боков. И вот так все время нужно помешивать, чтобы сироп не пристал. Как только мы видим, что сироп начинает густеть, уменьшаем газ до минимального и начинаем смешивать интенсивнее. Доводим его до кипения, и он у нас должен покипеть несколько минут. А мы должны вот так все время помешивать. Комочки, которые образуются сразу после нагревания, позже от интенсивного помешивания они исчезнут. И у нас получается вот такая однородная чистая заварка. Вот, после того, как наша заварка покипит несколько минут, крахмал уже хорошо уварился, она у нас гладкая, чистая, убираем со дня. Нам ее нужно оставить остудиться либо в холодильнике, либо в помещении. Вот специально снимаю крупным планом, чтобы вы посмотрели, что дно у меня чистое, ничего не пристало. Заварка у нас получилась отличная. Переливаем в другую емкость. Обязательно накрываем пленкой, чтобы сверху не образовывалась плотная корка на заварке. И оставляем остудиться. Я убираю в холодильник, так будет намного быстрее. После охлаждения в холодильнике, заварка уже холодная, но видите, на пленочке собрался конденсат. И теперь эту пленочку нужно аккуратненько снять, чтобы вот этот конденсат не попал к заварке. Аккуратно снимаем. Вот так она выглядит. Она не очень плотная, вот она по плотности напоминает сгущенное молоко белое. Такую заварку можно приготовить заранее и держать в холодильнике несколько дней. Вот так должна выглядеть вот эта заварка. Она уже холодная, и мы сейчас будем делать крем. Этот крем можно делать ручным миксером, но все-таки лучше планетарным. Выкладываем сюда масло. Масло должно быть уже комнатной температуры. И масло у меня жирностью 82%. И сразу добавляю сюда щепотку ванилина, но это по желанию. В планетарном миксере этот крем готовится очень быстро, буквально 5-6 минут, если заварка приготовлена заранее. После минуты взбивания я остановила миксер, соскребла все со дна и со стенок в центр. Вот продолжаем взбивать. Взбиваем его до такого очень пышного состояния. Масло практически должно быть белым. Посмотрите, как постепенно масло увеличивается в объеме. Вроде 250 грамм, а кажется целая гора. Вот до такого состояния мы должны его взбить.
После этого начинаем добавлять заварку по 1 ложке. Я уже не стала сильно укорачивать видео, чтобы было все подробно и было всем все понятно. Миксер у нас работает на максимальных оборотах, и теперь по очереди добавляем по 1 ложке заварку. Добавили 1 порцию, ждем 30 секунд, 40 секунд, пока заварка соединится с маслом, и добавляем следующую порцию. И вот так она начинает постепенно еще больше увеличиваться в объеме, и взбивается крем. Хочу сказать, что этот крем делается очень легко, с ним нет проблем. Он не имеет расположенности к расслаиванию, когда его готовят. Как, к примеру, белково-заварной крем, с ним очень сложно работать, он очень часто расслаивается. То с этим кремом таких проблем нет. Его может приготовить даже человек, который никогда раньше не готовил ничего. Достаточно все просто. После того, как мы добавили всю заварку, взбиваем еще минутки 2. После этого останавливаем миксер 1 раз, соскребаем все в центр и продолжаем взбивать еще минутки 2. Все, посмотрите, какой чудесный крем у нас получился. Очень сильно напоминает БЗК. Он такой воздушный, легкий. Очень важный момент – это то, что с этим кремом после приготовления нужно работать сразу, потому что он через 3-4 часа начинает осаживаться. Перед работой вообще крем желательно немного смешать лопаткой, выбить лишний воздух. Надеюсь, видно на видео, что он очень пышный, поэтому слегка воздух нужно выбить. И после этого можно спокойно отсаживать то, что нам нужно. Ну и, конечно, подходит для прослойки. И если мы говорим о тортах, то он подходит для легких бисквитов, не для тяжелых коржей, потому что эти коржи его придавят. Вкус у него такой молочный, с легкой кислинкой, из-за кефира, конечно. Ну и прямо сейчас хочу вам показать, насколько он белый. Сейчас мы возьмем чуток голубого цвета и окрасим. Видите, вон настоящий голубой цвет, без зеленого оттенка. Этот крем можно окрашивать как водорастворимыми красителями, так и жирорастворимыми. Завитушки из него получаются легко, для цветов подходит не очень. Ну, разве что очень простенькие какие-нибудь цветочки. Декор из этого крема в помещении не деформируется, форма держится хорошо, но крем сам по себе мягкий. К сожалению, его нельзя приготовить заранее, но заранее можно приготовить заварку. Тоже такой маленький нюанс, когда вы с заварки снимаете первый раз пленку, она с конденсатом. Мы ее убираем. Если нам нужно, чтобы заварка стояла в холодильнике несколько дней, то просто меняем пленку, накрываем свежей, без конденсата. Надеюсь, вам этот рецепт понравится. Ну, вроде ничего не пропустила. Если вдруг у вас будут вопросы, пишите об этом в комментариях. Не забывайте, что вся нужная информация есть также в описании под видео. Всем говорю пока, до следующего выпуска.